Добрый день, Водолей! Это Таро-прогноз для вас на август 2023 года. Таро-предсказания я делаю на картах Ленорман, Золотые мечты Чиро Марчетти. И здесь у меня на столе еще оракул Moonology, из которого в конце основного расклада мы тоже достанем несколько карт. Итак, я достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Что ждет водолеев в августе 2023 года? Первая карта. Плетка. Ну, это, конечно, выяснение отношений. Это такая острая перепалка, причем как с вашим личным партнером, так и даже с партнерами по работе, с теми людьми, с которыми у вас есть какие-то дела, контракты, соглашения, любые дела, хоть бытовые, хоть рабочие. Вы можете быть очень остры на язык. И здесь вот как бы что-то не сходится в интересах между вами и вашим партнером. Хочу напомнить, да, что у вас будет стеллиум планет в секторе партнерства, в знаке зодиака Лев. Как раз там будет разворачиваться Венера, там будет Солнце в августе. Ну, накаляются какие-то отношения, но это не карта расставания, это просто какие-то мелкие могут быть ссоры. Мы сейчас будем открывать другие карты, чтобы прояснить ситуацию. Здесь вот тучи. Тучи в этом секторе, во-первых, это, конечно, какие-то недопонимания относительно ваших финансовых заработков, расходов и доходов. Здесь что-то вы не видите, может быть, куда-то утекают ваши денежки, либо вы не знаете, когда будет какой-то приход, доход денег, либо вы не знаете, что ожидать от вашего вклада, стоит ли вам брать кредит или нет. Подождите, потому что все, что связано с финансами, по ретро-Венере в августе и даже в сентябре делать не рекомендуется. Только в октябре, когда Венера уже начинает разворачиваться, у вас могут быть более отчетливо вырисовываться цифры на вашем счете, да. Но самое главное, что я хотела бы здесь сказать, вот эти две карты вместе, тучи и плетка, может говорить о проблемах в сексуальной жизни, в интимной сфере с вашим партнером, в таком вот глубоком понимании друг друга. Потому что плетка это какая-то вот сексуальная энергия иногда бывает, да, это какая-то невысказанная обида, злость, это невысказанные какие-то вот страстные желания, да. А здесь вот карта тучи тоже в секторе секса, интимной жизни, поэтому, возможно, вам не хватает что-то в сексуальной жизни с вашим партнером, пониманий, даже каких-то знаний, я бы сказала, потому что здесь вот, видите, крестовые карты, которые знания. Что-то вы еще не знаете о себе, не знаете о своем партнере, о своем теле, о своей душе, о своих страхах, может быть, что-то вы еще не подозреваете, и вот это вот влияет на вас. Ну, надеюсь, что вы в этом разберетесь. Сейчас мы еще посмотрим, что другие карты говорят. Якорь. Благоприятно, вы, наверное, определитесь точно, да, куда вы едете, допустим, этим летом, какой автомобиль покупаете, с кем вам общаться, с кем нет, где вы точно осядете. И вообще в августе, Водолеи, у вас будет мало путешествий. Например, если вы любите, да, кататься на велосипеде или там бегать, или какие-то другие вот такие поездки, да, недалекие, да и даже далекие, как будто бы вот здесь вы бросите якорь, решите немного заземлиться. Это может повлиять, в принципе, на ваше общение. Вы можете либо сократиться у вас круг общения, либо вы просто будете общаться на какие-то более основательные темы, может быть, даже с одними и теми же людьми, либо, может быть, как-то вот определиться что-то в ваших мыслях, куда вы поступаете, определитесь с выбором, например, транспортного средства или каких-то документов. Может быть, вы наконец-то получаете какие-то важные документы, лицензии, дипломы. То есть вот что-то основательное по карте якорь, может быть, все, что связано с информацией, обучением, иностранной жизнью тоже. Якорь, как, допустим, на теплоходе дальнего плавания, да, может означать ваш окончательный переезд в другую страну и
ну, как сказать, и укрепление там, в этой стране, основательное укрепление. Карта письмо в 10 секторе и 4, да, может сообщить вам. Здесь много вариантов, да. Письмо — это вообще сообщение. Это может быть о том, что у вас новый начальник, у вас новая работа, там ваша фирма переименовывает свое название, как вы можете допрашивать какие-то документы относительно вашего рабочего стажа, приходят документы на квартиру, на какую-то недвижимость, вы, не знаю, получаете наследство даже в каких-то, да, планах, вы получаете какие-то сертификаты, дипломы, удостоверения, то есть вот документы такого, знаете, основательного, утверждающего характера от вышестоящих. Поэтому, если вы ждали что-то такое, какое-то сообщение, то очень возможно, что в августе оно как раз к вам придет. Карта крест. Еще одна такая карта, да, не очень сильно общительная. И вот вместе с этим сектором, 5-11 сектор, это оба социальные секторы. Здесь у нас общение, знания, здесь у нас все другие люди и общение в коллективах, в форумах с другими людьми. И здесь вот как будто вы действительно поменяется круг вашего общения. А что у нас в 12 секторе? О, как интересно. Это собака, то есть друг. Но здесь какие-то друзья, товарищи могут навсегда уйти из вашей жизни, к сожалению. Может быть, вы разъедетесь, да, в разные города, может быть, это связано с какими-то другими жизненными обстоятельствами. Вы просто даже можете разочароваться в ваших друзьях. Вы можете узнать, что ваш друг что-то скрывал от вас, потому что, да, собака в 12 секторе — это тайны. Но если вы, ну, допустим, это для вас не актуально, то тогда у вас может быть просто, ну, вот такой момент уединения, да, когда вы не хотите ничего постить в социальных сетях, когда вы почти не занимаетесь интернетом, может быть, вы закрываете какой-то сайт, закрываете какую-то социальную сеть и выходите из каких-то групп, перестаете заниматься, например, спортом. Вы ведь, водолеи, любите вообще участвовать в каких-то общественной деятельности, да, какой-то заниматься. И вот, например, по карте крест вы можете в августе как раз либо приостановить ее, либо окончательно уйти из этой деятельности. Но, кстати, вот карта собака здесь в 12 секторе — это не обязательно то, что ваш друг, например, вас обманывает, а наоборот, вы, может быть, узнаете, что у вас есть какой-то тайный поклонник, человек, который к вам очень хорошо расположен и тайно помогал вам или как-то, ну, ходатайствовал, может быть, о вас. Может быть, вы познакомитесь с каким-то человеком во время оказывания вам услуг, да, бывает, мы нанимаем каких-то людей и встречаемся с ними по работе, но потом дружим с ними, и такая дружба тоже начинает расти. Это может быть и врач, и любой человек в казенном доме, на производстве, служащий. Так что, в общем-то, эта карта может быть благоприятна. Что хотела сказать? Давайте возьмем несколько карт из колоды Moonology и посмотрим, что эта колода скажет для водолеев на август 2023 года. Итак, здесь у нас мутабельная луна и полная луна в знаке зодиака Стрелец. Ну, во-первых, мутабельная луна — это что-то, что может поменяться, да. Вроде бы нельзя сказать, что это прямо такие перемены серьезные, но условно серьезные, да, то есть как бы если вам кажется, что вы что-то не можете в своей жизни изменить, то это неправильно. Вы можете изменить все, даже если это кажется, ну вот уже настолько устоявшимся, что никакого пути нет к переменам. Мутабельная луна говорит о том, что все-таки есть. И ничто не может заставить вас развиваться дальше или делать так, как вы хотите. А полная луна в Стрельце, да, вот как раз здесь у нас якорь выходил, это вот о том, что
вам удастся как-то правильно заземлиться, найти то самое место, которое вы искали, такое дело какое-то, может быть, вы действительно искали дело своей жизни, потому что здесь третий сектор — это сектор навыков каких-то. Может быть, вы наконец-то получаете определенный навык и вот очень утверждаете себя вот в этих знаниях каких-то новых. Вы вообще можете осознать, что вот знания, которые у вас есть, и навыки, да, это ведь то, что не купишь за деньги, что будет с вами всегда. Вот это очень важно, да, потому что когда вы хороший специалист в какой-то области, да, может быть, в секторе информационных технологий, например, то этот дар, его никуда не уберешь, он всегда будет с вами, неважно, сколько работ бы вы ни сменили, все равно вот это очень важно. И здесь, возможно, у вас будут какие-то, может быть, предложения за границей, или как-то вы будете расширять свои знания и использовать опыт других коллег, других стран, иностранных каких-то компаний и учений. Но вот мне почему-то все равно хочется дополнить еще карту плетка, да, с чем это может быть связано, какие у вас могут возникать разногласия с вашим партнером и вообще с людьми, с которыми вы сотрудничаете. Вот выходит карта замок. Интересно, она сама вышла. Карта замок. А здесь у нас подобная карта представлена вот 10-м сектором. Может быть, придет какое-то сообщение от ваших родственников, родителей, либо они потребуется им какая-то помощь, да, решение вопросов, связанных с недвижимостью, и из-за этого у вас могут возникнуть какие-то разногласия, как с родителями, так и с вашим партнером. Ведь ваши родители, они тоже в данном деле ваши партнеры, вы же имеете с ним какие-то дела, да? Может быть, это не связано с родителями, просто с каким-то имуществом. Потому что все-таки замок — это дом, да, это место жительства. Либо это может быть еще казенный дом, место работы, например. Место работы и тоже, вот, ну не знаю, что здесь может быть. Что-то связано с вашей должностью. Может быть, партнер не хочет, чтобы вы шли на эту должность, потому что она будет занимать у вас все ваше свободное время. Но смотрите, чтобы стены вашего дома не пошатнулись, да. Но я не вижу, что это плохое известие. Обычно это хорошее известие. И оно может быть связано как-то вот с этой осью 4-10 сектор, ось дальнейших планов. Может быть, поменяются ваши планы, да, вам придется поменять ваши планы из-за вашего партнера, либо он будет недоволен, что вы меняете планы. Какое-то известие, не знаю. Напишите в комментариях, пришло ли вам какое-то известие, что у вас случилось вот в этом секторе, как проигрался, да, этот аспект для вас, Водолея. Вот такой расклад, но я не вижу здесь ссоров, разводов, да, здесь у вас, наоборот, упрочнение каких-то ваших позиций, да, какие-то люди могут уйти из вашей жизни, особенно друзья. Кстати, вот ничего не сказала про детей, да, если для вас тема детей актуальна, то у ваших детей тоже могут быть перемены. Может быть, кто-то съезжает с вашего родительского гнездышка, у детей наступает какой-то переходный период, они заканчивают школу или там начальную школу, детский сад, университет. И вот у детей тоже может быть начало какое-то новое, но и, может быть, с трудом они заканчивают школу, да, или думают, куда вот им поступать. Но по карте якорь тогда вы найдете вместе с вашим ребенком, вы определенно определитесь с этим. Так что все проблемы можно решить, и вы будете успешны во всем. Я, по крайней мере, вам этого желаю в августе. Дорогие водолеи, до встречи на моих новых видео. Всем пока!